Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня с вами мы продолжаем творить своими руками. И сегодня я хочу вам предложить сделать вот такие маленькие пинетки. Кто-то когда-то просил меня сделать что-то подобное, и скажу так, их использую чаще всего для фотосессий. Особенно если у вас очень маленький малыш, покупать обувь нет смысла, потому что ее носить никто не будет. А такие маленькие пинеточки можно сделать, на один раз фотографироваться и все. Также вы сможете сделать их в любом размере, просто распечатав схему или перерисовать ее в нужном вам размере. Но до того, как показать, как я их сделала, я хочу вам о чем-то рассказать. Все мы девочки, всем нам нравятся украшения и все мы любим подарки. Я недавно получила посылку, в которой осуществилась моя такая маленькая мечта. Я часто видела цепочку, на которой было имя человека или любая другая надпись. Я же очень сильно хотела цепочку с названием своего канала, и она мне пришла. Посылка мне пришла вот в такой коробочке. Наша почта все равно ее немножко помяла, но это не страшно. Самое главное, чтобы то, что было в посылке, было целым. Внутри находится вот такой бархатный мешочек, и что мне очень нравится, что везде написан бренд. Мне кажется, это очень красиво. Также есть такая маленькая тряпочка, платочек, или как ее правильно назвать, который протирает саму цепочку, ну и сам паспорт на цепочку, в которой написано, из чего она изготовлена, когда сделан ваш заказ и все подробности. Сам мешочек закрывается на ленточку, но внутри находится пакетик, в котором и сама цепочка. Я заказывала же себе серебряную цепочку. Вы на сайте можете заказать цепочку как серебряную, так и золотую. Все на любителя. Я же в последнее время больше люблю серебро. Сделанная она очень аккуратненько. Длину цепочки вы также можете выбирать сами. Ну и я заказала надпись «Цворик» и сверху такая маленькая корона. На этой короне находится 4 камушка. И вот, кстати, я не прочитала, из чего они. Но это уже не столь важно, когда тебе так сильно нравится вещь. На сайте также вы можете выбирать и любой другой шрифт, любую другую надпись, они там есть разнообразные. Проходите по ссылке, которая будет в описании, смотрите, возможно, вам что-то понравится, но также не забывайте указывать промокод, по которому вы получите 15% скидку. Так что все ссылки в описании к этому видео. Про маленькие девичьи радости я вам рассказала, а теперь будем приступать делать вот эту маленькую красоту для самых-самых маленьких. Вот так вблизи выглядят мои пинеточки. Для них я использовала фоамиран толщиной 2 мм. Я думаю, в работе можно использовать любой фоамиран, будь то он глиттерный, с любым другим рисунком, бархатный, металлизированный, любой другой. Я же для своих пинеточек буду использовать бархатный фоамиран и металлизированный фоамиран толщиной 2 мм. Я в интернете нашла первую попавшуюся схему, похожую на то, что мне нужно было. Ссылку на саму схему я также оставлю в описании к этому видео. Я распечатала схему и буду делать того размера, которого она мне изначально была. Так как я свои пинетки никому дарить на данный момент не буду, ничего с ними делать не буду. Я их делаю просто для эксперимента. В первую очередь я все вырезала и делаю бантики. Я думаю, как делать бантики знают все. Мы просто все детальки между собой склеиваем. Также не обязательно делать сверху бантики, вы можете сделать тот декор, который вам хочется. Склеили наши два бантика и такой маленький лайфхак. Я всегда свои любимые шаблоны перерисовываю на пластиковой тоненькой папке. Тем самым это удобно в использовании, и в отличие от бумажных шаблонов он не портится и вам его хватает надолго.
А теперь давайте склеивать наши так называемые туфельки. Для подошвы вы можете использовать 2 слоя фоамирана, 3, сколько хотите. Я же использую всего лишь 1 слой и не делаю подошву очень жесткой. Но сверху мы используем фоамиран толщиной 2 мм и в 1 слой. Как я говорила, мой фоамиран бархатный, поэтому при работе с суперклеем нужно быть очень осторожным, потому что остаются следы. Использую я в работе самый обычный дешевый секундный суперклей. И все аккуратненько по краю начинаю приклеивать. На это может уйти немножко больше времени, но, по крайней мере, ваша пинетка в конце будет очень красивая и аккуратная. Также делайте это все аккуратненько, все совмещайте для того, чтобы они у вас очень хорошо и красиво выглядели. Неважно, используете вы один раз свою работу или несколько раз, в итоге работа должна быть аккуратной и красивой. Начинаю я приклеивать все с середины. По схеме вы намечаете середину что стельки, что с самого верха и уже начинаете склеивать. Приклеиваем сначала с одной стороны, потом приклеиваем с другой стороны, и все у нас хорошенько должно с обратной стороны совместиться. Если у вас получится, что многовато фоамирана, вы просто срезаете лишнее и аккуратненько склеиваете все между собой. Я не использую в этой работе горячий клей, так как все-таки он будет вылазить. И работа в итоге получится некрасивая. Я вам показываю только, так сказать, основу, как это все склеить, а уже декорировать вы можете так, как хотите. Лишнее снизу я подрезаю, чтобы ничего не торчало, а теперь сам ремешок. Его можно приклеить как сверху, так снизу. Также не забывайте, просмотрите свою туфельку вокруг, чтобы нигде не было дырочек. Если же они оказались, то изнутри можно капнуть капельку клея и все аккуратненько подклеить. Можно делать ремешок на туфельке, можно его не делать. Я же решила попробовать его приклеить. Я приклеиваю его с одной стороны. Если у вас дома есть малыш, на которого вы будете делать эти пинетки, то, конечно, изначально лучше мерите и смотрите, как будет красивее на ножке. Я же делаю это без малыша, поэтому все на глаз. Так как две наши туфельки должны быть одинаковые, на застежке я намечаю, где я буду приклеивать, и начинаю все хорошенечко приклеивать. Для того, чтобы саму туфельку было удобнее одевать, с одной стороны можно приклеить липучку или какую-нибудь кнопочку. Я же сейчас закреплю маленькой капелькой клея, просто для того, чтобы было видно, как в итоге будет выглядеть туфелька. Также посередине нашей застежки я приклеиваю бантик, и на этом пинеточки будут готовы. Делаются они в течение получаса, а выглядит очень красиво. Поэтому, если вы хотите разнообразить детские фотографии своего ребенка, вы можете хоть каждый день делать разные пинетки и фотографироваться.
Размер моих пинеток получился 9 сантиметров. Вы же распечатываете или перерисовываете нужного вам размера. Также, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также в моей группе ВКонтакте вы можете выставлять фотографии со своими работами по моим мастер-классам. Также не забывайте заходить в мой инстаграм, там вы всегда увидите самые свежие новости. Также я там выставляю намного больше фотографий, чем в любой другой сети. Но мы увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока!